А вот сегодня моя молоденькая красавица. Привет! Здравствуйте. Отлично. Как у вас дела? Не холодно вам? Сегодня какая погода холодная? Прохладненько, да. У меня предложение такое, да, мы все-таки на свидании, вот, поэтому... На первом. Да, хорошее уточнение. Может, мы на «ты» перейдем? Ну, я все равно собьюсь, как бы, да. Давай, конечно. Да, чего нам? Проблемы. Согласен. Люди мы современные, что нам там, не 19 век чай, да? Вот, а у них там, я помню, называли даже родителей на «вы», помнишь? Помню. Отлично. Ну, хорошо. По-моему, некоторые до сих пор называют на «вы». Да ладно. Да. А где это, интересно? Это есть где? Есть где, да? Да. Но это больше как все-таки атовизм какой-то, или это который буддизм, в общем, буряты, там вот это у них до сих пор. Да? Да, они до сих пор на «вы». Ничего себе. Ну ты на самом деле очень хорошо выглядишь. Просто прекрасно. Я вот просто даже... Ты тоже неплохо. Ты понимаешь, какая история? Я все-таки слежу за собой. Я слежу за собой в каком плане? Я не отягощен теми вредными привычками, которые присущи современным мужчинам. Я не пью, не курю, занимаюсь спортом. Вот. У меня даже, извини меня, есть полный набор мужской косметики. О, Боже. Кремиков там, да, всевозможных. Вот, для того, чтобы я как можно дольше, во-первых, сохранился, во-вторых, чтобы я смог, например, радовать тебя своим меня прекрасным даже уже видом. Так быстро, так сразу? Ну... Еще друг друга не узнали, уже ты меня уже радуешь? Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье. Ну, тебе же приятнее находиться в компании человека, который хорошо выглядит. Ну, это, конечно. Вот. Но... Видишь? Ну, вот, когда не пьет, не курит, вот этот, ну, ладно, не курит, а вот выпивать, вот я люблю иногда выпить. Да? А я, кстати, не против. Я вообще не против, я даже только за. Если у тебя настроение хорошее при этом, то я вообще только за. Я просто, когда люди совсем не пьют, или у них отклонение, или здоровье, я так это думаю. Нет, ну я не сказал, что я совсем не пью. Может, просто у меня компании подходящей не было. А в твоей компании я бы выпил. Ну тогда ладно так. А то люди ненормальные становятся. Ты знаешь, у меня для тебя есть небольшой подарок. Сразу так подарок? Сразу подарок, да. А чего? О, Боже. Ты понимаешь, какая история? Жизнь короткая, а ритм очень быстрый жизни. И если, скажем так, ну, не ускорять этот процесс, то можно много чего не успеть. Хотя многие желают жить в моменте, а я хочу как можно больше наверстать в этой жизни. Сейчас у меня очень крутая штука к тебе. Сейчас вот так. Смотри, какая штука. Это досталось мне от бабушки. Это латка, сейчас таких уже не делают, она очень крутая, она там какого-то лохматого года. Ты сможешь мне готовить, просто я люблю поесть, покушать, ты сможешь мне запекать здесь что-нибудь, там мясо, овощи какой-то момент. Смотри, какая, да, она красивая. Обычно цветы дарят на первом свидании, а ты мне решил свинью подложить. Не, ну подожди, почему ты так реагируешь? Это просто, видишь... Правильно, свинья, где же ты ее Нет, откопал? просто, понимаешь, какая история? Ну, ты возьми, держи. Вот, это тебе. Ой, она легонькая. Легонькая, да. Ты понимаешь, какая ситуация? Нет, спасибо. Сейчас... Пусть она вот постоит у тебя, тут хорошо, талисманчик. Пусть постоит. Дело в том, что сейчас немножко такая ситуация сложилась из-за пандемии, что, ну, во-первых, я жил с мамой до последнего момента. Семочка, что-то мне подсказывает, если Семочка так не перестанет себя вести, жертвы непременно будут. Вот, с мамой. Но мама меня попросила уже, так скажем, оставить ее. Короче, ты уже намекаешь ко мне переехать практически. Нет, ну подожди, я не намекаю, я просто тебе рассказываю, почему я без цветов, а сладкой. Я уехал из дома, а вот у меня все, что было из наследства, это вот эта латка. Я сейчас снимаю квартиру просто, понимаешь, и сейчас с бизнесом, ну вообще не с бизнесом, да, и вообще ситуация с работой не очень хорошая, я ищу работу, и просто я временно не работаю. И у меня как бы нет возможности тебя там порадовать шикарным букетом, но эти времена пройдут, и я обязательно тебя порадую каким-то сюрпризом, 100%.
Да, а какая у тебя профессия, специальность? Ты знаешь, у меня нет ни образования, ничего, но я просто чувствую в себе потенциал быть руководителем. Я хочу управляющим в компании в какой-нибудь работать. Конечно, да. Ну, чтобы Да, зарплата вообще. была побольше, да. Да, это легко вообще. Легко, да? Конечно, легко, я смотрю. Я тоже так думаю. Я вот уже несколько Или лет... проще пристроиться со свиньей Не знаю. кому-нибудь. Не, ну почему кому-нибудь? Мама я жил, потому что, все-таки она моя мама, родственница моя, правильно? Она мне помогала каким-то образом. Сейчас я с ней не живу, и мне, конечно, хотелось бы, скажем так, найти человека, который бы мне... Ну, понятно. Не, подожди, вот смотри, да, у тебя же какая ситуация? У тебя же все хорошо в жизни, правильно? Ты же написала, что у тебя... И я смотрел фотографии, у тебя дача, у тебя бизнес свой, у тебя, соответственно, есть машина, квартира, у тебя все есть, правильно? Тебе не хватает, вот я просто вижу, понимаешь, что тебе не хватает какого-то мужчины. А, кстати, почему у тебя мужчины нет рядом? Ну, с мужем развелась, Так, муж объелся груш. так. Но Ну вот видишь... пока достойного пока не вижу около себя. Вот он сейчас появился, Да. понимаешь, достойный, прекрасно выгляжу, хорошо все делаю, Вот понимаешь? сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Я просто знаю про себя все. Я просто да. полностью соответствую твоему вакантному месту, понимаешь, которое вот Да. освободилось. Просто вселенная как в воду глядела, освободила тебя от мужа для вот меня знаешь, специально. если как по подарку она в лужу смотрела вселенная. Не, слушай, ты не зря придираешься, на самом деле, очень некрасивая свинка. Вот она мне даже в интерьер никуда не подойдет, твоя свинка. А ее не надо в интерьер, ее же в духовку кладут. Да. Да, поэтому ее же не нужно в интерьер. Это Духовку этой свиньей занимать. Понятно. вот, и поэтому тебе не хватает вот четко такого человека, как я, который тебе, соответственно, хорошо, будет ладненько. составлять компанию. Поживем, понимаешь? увидим. Поживем, увидим, Да. отлично. Вот как раз, кстати, по поводу поживем, у меня тоже есть такой момент сейчас. Ты вообще как холод переносишь? Я люблю морозы. Любишь морозы? Да. Ну, а теперь спроси меня, люблю ли я морозы? Это ты-то, наверное, не любишь морозы, А так я не люблю Потому морозы. что ты такой, смотрю. Одетый, да, весь Да. такой одетый. Да, я не люблю морозы, и, честно говоря, я, конечно, бы вот каждую бы зиму, да, и эту в том числе, пережидал бы на каком-нибудь, знаешь, более подходящем для меня климате месте. Вот мне, например, очень импонирует Доминикана. И в чем Знаешь проблема? такую страну? Билет на самолет и, пожалуйста, Мгм. А ты бы не хотела со мной слетать? с тобой. Да, в Доминикану. Ну, надо рассмотреть, подумать. Хорошо. Но единственное, у меня к тебе просьба будет. Ты могла бы в этот раз, скажем так, помочь мне с билетами, с путевкой. Вот. А я тебе, соответственно, в следующий раз, как вот с работой у меня наладится, я тебе в следующий раз я покупаю, какая-нибудь Мексика, там что-нибудь такое. А в этот раз просто я тебе уже сказал, что ситуация такая, нестандартная, необычная, и мне бы хотелось... отдохнуть хочется, погреться, понимаешь? Ну, знаешь, я тебе предлагаю самому себе сходить в баню, погреться, а я тебя могу в кино пригласить на последний ряд. Кино на Потом последний сходим в Макдональдс. В Макдональдс? А потом... А что? А потом уже поговорим о теплых краях. В Макдональдс? А что такого? Я тебе как раз, я же тебе со значением подарил свинку для того, чтобы ты готовила. Я не могу есть, я могу, конечно, домашнюю еду кушать, а вообще мне мой гастроэнтеролог строго-настрого запрещает есть фастфуд, потому что я, смотри, он мне написал диету. Диета это состоит из определенных продуктов, которые я, кстати, думал, что ты мне сможешь как хозяйка дома, так скажем. Ты почему решил, что я хозяйка дома? Меня, может ты быть, же там женщина. готовят. Не вопрос. Еще лучше, это даже да? лучше, да. Просто в моем меню обязательно должны быть морепродукты. Это такие вещи, как устрицы, такие вещи, как кальмары, крабы, ладненько, хорошо, лобстеры. Кстати, в Доминикане их очень много. Знаешь, Чего? давай я... Чего? Я не знаю, созреешь,
Созрею? Согреешься. Так я уже согрелся, я хочу... Перегрелся. Мне кажется, ты перезрел, перегрелся, и вот эту свинью себе забери или найди такую же. Да? Вот лохушку какую-нибудь. Почему лохушку? Все, пока, отдыхай. Нет. У меня, кстати, тело очень красивое. Да. Ну, серьезно. Пока. До свидания. Я рада за твое тело. Спасибо. Поговори хоть ты со мной, подруга с пятачком. Друзья мои, вот, вы бы отказались от такой свинки, посмотрите, это просто шикарная свинья, просто невероятно позитивная, на улыбке. Здесь можно приготовить все, что угодно. Можно даже складывать мелочь, как копилку использовать. В общем, всем прекрасная хрюшка. А она не оценила нас с тобой. Не оценила. А мы могли с тобой, могли бы с тобой в Доминикане отдохнуть, между прочим. Неплохо провести время под пальмами. А она в кино на последний ряд. Мне интересно, что бы она со мной делала там в кино на последнем ряду. Не знаю, даже не знаю. Не представляю даже. Не представляю. Ну а в целом, друзья мои, не получается у меня, конечно, найти. Не знаю, как эти все стриптизеры и альфонсы находят себе богатых женщин. Не понимаю. У меня пока что-то не получается. Может быть, я просто не сильно хорошо выгляжу для состоятельной взрослой женщины. Может, мне нужно себя вести как-то по-другому. Может, мне не хватает чего-нибудь. Чего мне может не хватать, друзья мои? Напишите, пожалуйста. Напишите. Не скупитесь. Пишите. И главное, напишите мне те, кто уже живет с богатыми взрослыми женщинами. Как вы их поймали на свой крючок? Пишите.